Всем привет, меня зовут Татьяна Шитова, я актриса кино, театра, дубляжа и, наверное, моя визитная карточка, я голос Алисы в вашем телефоне, навигаторе или умной колонке. Сегодня я отвечу на 23 вопроса. Поехали! Узнавали ли тебя по голосу? Нет, я в жизни разговариваю своим обычным, сипловатым, хрипловатым, среднестатистическим голосом. А вот если человек отвернется, и я начну что-то спрашивать, бывает, да, это вы случайно там не говорили, как Скарлетт Йоханссон, например. Ты когда-нибудь себя гуглила? Да, например, я забывала, какой фильм я озвучивала, или кто я здесь, или когда кто-то задает вопрос, я думаю, точно ли я, проверяю, гуглю. Вернее, это я яндекснула. Идет ли тебе на пользу критика? Если это галимое хейтерство, в переводе на наш, я бы сказала, хамство и невежество, то нет, мне она не нужна. Какое ощущение от прощания с персонажем Наташи Романов? Все-таки вы думаете, что эта сага заканчивается? А вдруг нет? Что ближе, амплуа злодейки или героини? По протаренной дорожке пойду, всегда нравятся отрицательные персонажи. Злодейки ближе. Был ли у тебя период работы на износ? Да, когда записывали Яндекс Алису. Твое кредо? Всегда. Какая суперспособность помогла бы тебе в твоей работе? Может, никогда не уставать? Не потеряй ни одного вопроса. Не-не-не, все отвечу. Какой проект занял больше всего времени? Ну, из голосовых помощников это только Алиса. Самое большое время жизненное мое занимала. А из фильмов, ну, я скажу из крайних, это Круэлла, потому что ее писала только я, да, свою роль. Фильм идет там 2 часа, 2 с небольшим. Я ее писала часов 10-12. Так, заинтересовалась ли ты комиксами после озвучивания фильмов Marvel и DC? Нет, как таковыми комиксами, да, я не заинтересовалась. Ну, просто уже столько много, сама история, например, о той же, да, там, «Черной вдове», она и так уже такая большая и объемная, поэтому нет. Но я обязательно хочу открыть для себя эту дверь, и я заинтересуюсь. Главный проект года. Главный проект года, ну, вообще мне очень понравился, как главный проект года сказал Роман. Лето, Татьяна Шитова 2021. Потому что идут большие значимые фильмы, и там попались мои героини. Повезло. А что важнее, талант или усердие? Усердие. Твое главное достижение на сегодняшний день? Конечно, мое большое достижение, что в моей жизни у меня есть моя дочь. Это мое самое большое достижение, это мой самый трудный урок, который мне дается. Это тот проект и достижение моей жизни, которое мое все. А на какой вопрос ты бы хотела ответить, но его никак не спрашивают? Может быть, что-то из кулинарии, что-то кулинарное вообще, вот такое. Какого персонажа мечтаешь озвучить? Не мечтаю. И вот даже сыграть какого конкретного, вот нет. Во-первых, мне нравится все разное. Поэтому то, что предлагают, я с удовольствием рассматриваю и пускаюсь во все тяжкие. А так, ну, наверное, знаете, я только вот то, что там Гамлета не играла, да, грубо говоря, вот когда женщина играет Гамлета, да, как Сара Бернар. Или, я не знаю, если это дубляж, озвучание, ну, мужские голоса как-то я никогда женщин не берут на мужские голоса. Я бы вот это что-то попробовала, но почему-то это не практикуется. Каково слышать в фильмах голоса коллег по цеху? Ой, если хороший правильный дубляж, я вообще просто смотрю кино. Я потом хожу и спрашиваю, а кто озвучил вот того-то, того-то? А так, ну, какие-то очень знакомые мои дорогие голоса, конечно, я узнаю. Но далеко не всех. Так, главный минус твоей работы? Что мы как город мышей. Я бы хотела, чтобы людей, артистов дубляжа, знали в лицо. Персонаж, над которым было сложнее всего работать. Ну, из недавнего это была Круэлла, которая тоже мне не далась
с полпинка, не далась сразу. То есть я как актриса понимала задачу, я смотрела фильм, что бывает редко, можно было мне посмотреть кино. Обычно только режиссер смотрит кино, здесь я тоже смотрела это кино. Когда ты понимаешь, о чем, что, и вот не складывается вот это, говорю, вот попадание в десяточку, нужно в десяточку попасть. Это сложилось не сразу, поэтому пришлось попотеть. Что ты не умеешь делать? Ну, наверное, я не суперкулинар, поэтому меня интересует кулинарная тема. Чье творчество тебя вдохновляет? Ой, знаете, я обожаю Ди Каприо. Я Ди Каприо помню с давних-давних пор. Он мне нравился всегда. Вот неважно, что ему Оскар дали через 150 лет, я всегда понимала и знала, что этот человек гениален. Кто ты по образованию? Я закончила высшее театральное училище имени Щепкина. По образованию я актриса театра и кино. Хотела бы работать на радио. Вот мне попадался этот вопрос, я никогда не рассматривала радио, потому что, мне кажется, я ничего не знаю для радио. Я работаю вот ровно там, где я вот знаю, да, по своей принадлежности, по своему образованию, по своим интересам. Я ровно на своем месте, и это правильное мое место. На радио, мне кажется, я все время думала, ну как, это же, например, новостник, надо знать какие-то новости. Если ты ведущий, ты тоже, вот я какие-то слушаю, например, там радио говорит Москва, я думаю, ну я прям не умею, как они обладают огромным количеством, нужно знать какие-то исторические моменты, культурные, политические, вот, поэтому я думаю, я же там не пригожусь, куда же там меня себя применить-то как, вот, поэтому считаю, что это очень сложная работа, наверное, не для меня. Следующий вопрос. Можешь попрощаться со зрителями голосом Наташи Романов? Ага, я сделаю это так. Смотрите в кино с 8 июля «Черная вдова». Поверьте, это будет эпично.